Слава Украине, привет всем от Полонского. Министр финансов Соединенных Штатов Америки Бессент заявил, что Путин является военным преступником, а санкции, которые наложила на путинский рейх администрация Байдена, являются слишком слабыми санкциями. Замечательно. Нет, я с этим спорить абсолютно не собираюсь. Вопрос только к следующему. А какие санкции наложила на путинский рейх, соответственно, администрация Трампа? И насколько вот эти новые санкции, которых я, кстати, никогда в жизни не видел, сильнее, чем санкции Байдена. То есть, или хотя бы как-то сделать, чтобы проверять, насколько выполняются санкции Байдена. Потому что, знаете, ляпать языком — это не мешки ворочать. И называть Путина военным преступником, а потом с этим военным преступником вести переговоры дружеские, как это делал этот Витков, но это как-то не очень, это подванивает. С военным преступником его просто берут и сами понимаете, как с Гитлером, да? Потому что Путин сегодня — это Гитлер, это реинкарнация Гитлера. И какие с ним переговоры, какое что? Сказал А, говори Б. Если он военный преступник, а он да военный преступник, то отношение к нему должно быть такое же, вот как к бесноватому Адику. Вот, собственно говоря, и все. Вот. Интересно, что взвыли... ну ладно, давайте еще по Америке закончим. Там один момент есть очень интересный. Это Трамп заявил, что они с помпой подпишут завтра, по всей видимости, торговое соглашение с Британией. А зачем было начинать вообще этот скандал с Британией? Это ваш ближайший союзник. Зачем вообще нужно было вводить какие-то тарифы? Нужно было просто тихонечко, как деньги что любят, тишину. Вот. Нужно было просто взять, тихонечко провести переговоры. Это нам не нравится, а это нам не нравится. Вы прийти к каким-то взаимовыгодным вещам и тихонько заключить взаимовыгодное соглашение. Зачем сначала вводить против Великобритании какие-то совершенно идиотские тарифы, загонять ситуацию в глухой угол, а после этого с помпой отмечать то, что ты возвращаешь вещи, собственно говоря, к тому моменту до введения вот этих идиотских тарифов в отношении Великобритании. Можно название Великобритании менять на любое. Канада, Мексика, Дания, что угодно, да? То есть, как делает это, знаете, это же как притча про козу, которую я вам рассказывал, когда там бедный еврей ходил к раввину, жаловался, что жить негде, там 150 человек живет в одной комнате у него. Он говорит, так заведи туда козу. Он завел козу, вообще стало жить невозможно. Говорит, а что ж мне теперь делать, сейчас вообще катастрофа. Он говорит, так выведи козу. Ну, вывел козу, вот теперь жить можно. Опять те же самые 150 человек, опять в той комнате. Но без козы, так и Трамп работает. Точно по еврейской этой притче. Он заводит ситуацию в никому не нужный глухой угол, а потом с помпой рассказывает о победе какой-то там, типа он достиг чего-то переговоров. При помощи этих переговоров ты фактически возвращаешь статус-кво такое, что было до твоих тарифов. Вот и все. Я не знаю, что там вата американская собралась праздновать, но кроме глупости, очевидно, и праздновать там совершенно нечего. Вот. Еще один момент очень интересный, как, вот вы сейчас скажете, это коррупция или нет, как американский Госдеп продвигает компанию Илона Маска в тех местах, где нет интернета или интернет хреновый, вот в частности с Лесото. Лесото предложили, значит, настоятельно предложили, там на них опять-таки налоги наложили, тарифы наложили, я не знаю, на них какие-то сумасшедшие тарифы, кстати, накладывали, за что понятия не имею. Вот, но им сейчас, видимо, в процессе, с Лесото очень легко вести переговоры, да, на самом деле, что там производится, что и как. Им сейчас говорят, ну вот, если вы хотите, мол, чтобы все было хорошо, принимайте наш интернет, а какой у нас интернет? Ну вот от Илона Маска. Стоп. То есть получается, что Госдеп США втюхивает зарубежным партнерам Соединенных Штатов Америки одну единственную американскую компанию. Ну, я не знаю, в этом есть составляющая коррупционная или нет. Лично для меня это крайне странно. Вот честно вам скажу. Ну да бог с ними, да. Нас интересует, что у нас на фронте. Значит так, по перемирию. Перемирия фактически никакого нет. Единственное, что не летают дроны. Вот это то, что им надо было, потому что, вы видите, какой шухер был на России. Самолеты не летали, беспилотная зона до Урала. В общем, шухер был просто капитальнейший, катастрофа и коллапс.
на России. Кстати, вот как нужно в отношении них действовать. Когда их дроны летят по нам, мы теперь очень хорошо знаем, куда должны лететь наши дроны, да. Сделано было просто блестяще. Случайно получилось, что мы, значит, нашли самую болевую точку. Да, так вот, на фронте, может быть, с меньшей интенсивностью, но бои идут. О каком-то там прекращении огня даже смешно говорить. Вот. Ну и тут интересен еще один. То есть я даже не хочу обсуждать прекращение огня, потому что на фронте его, ну, толком и нет. Вот, бои. Интересно другое. Тут вот один из Z-блогеров в эфире одной из ура-патриотических российских радиостанций рассказал следующую вещь, что происходит обнуление, массовое обнуление, как он выразился, российских офицеров. Да, на все у меня есть подтверждение внизу в описании к данному ролику, ссылочки, пожалуйста, можете проверить мои слова, там видео, соответственно, все есть. Происходит обнуление российских офицеров, которые отказываются быть замешанными в системе с вымоганием денег у собственного личного состава. Но это вообще капец, конечно, да. То есть вот эти офицеры, которые отказываются ограбить своих солдатов и мародерить у них по карманам, шнырять, значит, их отправляют на обнуление, на мясные штурмы, откуда они уже не возвращаются. Значит, вот цитата. Фактически сегодня у нас идут облавы и обнуления людей по фактам того, что они либо погибали, либо пропадали без вести, а у некоторых исчезали деньги. Есть офицеры, которые, например, категорически заявляли, что не будут заниматься сбором денег и поборами в пользу кого-либо из своего личного состава. И делать все, чтобы эти офицеры погибли. Ну, естественно, их посылали на мясные штурмы, как любят делать рашисты, где они пачками гибнут. Вот. Ну, к чему я это все? Нам, конечно, хорошо, что они друг друга там обнуляют, пускай этим занимаются, удачи сторонам и так далее. Главное, чтобы у нас такого не было. Вот это очень важно, потому что люди везде люди, а скоты везде скоты, где бы они ни находились. И я бы очень не хотел, чтобы у нас были вот такие случаи, поэтому то, что происходит у них, надо очень серьезно разбираться. Тем паче, что я там знаю, у нас комбата какого-то арестовали за нечто подобное, плюс-минус, поэтому НАБУ арестовала вместе с СБУ, поэтому тут надо наблюдать за подобными вещами. Ну и интересная новость: в аннексированном рашистами украинском городе Севастополь от ранения в голову отправился на концерт Кобзона некий там рашист, полковник, не буду называть фамилию, потому что вот то, что в Ютубе там это нормально, а вот на ТикТок фамилию называть нельзя. Вот, поэтому вот не буду говорить, как его фамилия была, но кому интересно, ссылочка на этот случай в описании к данному ролику. Да, значит, это немножко комичный случай. С 1 на 2 мая был налет наших дронов замечательных на рашистские объекты во временно оккупированном Крыму. И он, значит, схватил свой пистолет, выскочил на улицу, начал стрелять, неизвестно по кому, может по дронам, может его просто шиза поймала. Короче говоря, дострелялся до того, что случайно выстрелил в себе в голову. Ну, как говорится, этим все и закончилось. Ну и следующий момент, вот смотрите, европейские страны очень часто ратуют, многие европейские лидеры, за то, чтобы Сербию принять, сделать частью Европы, принять ее в ЕС. Ну, не, можете, конечно, принимать, но вот президент Сербии, избранный сербами, президент Вучич, да, я знаю, что против него протесты идут и т.д. и т.п., но, тем не менее, президент Вучич приперся на Москву на празднование победобесия. Вот, еще и выкатил там интервью для сербского телевидения, что, мол, пошли все к черту, куда хочу, туда еду, куда считаю нужным, туда и еду. Вот. Цитата. «Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ. Меня избрали граждане Сербии. Меня не выбирают ни в Риге, ни в Таллине, ни в Вильнюсе. Нигде бы то еще». Ну, эти страны закрывают пролет самолетов вот этих вот предателей Европы, которые, значит, летят к Путину на победобесие. Вот он их поэтому и упомянул.
Вот. В связи с этим я просто как бы думаю, вот стоит Европе еще одного Орбана иметь у себя или не стоит, потому что, ну, даже не будет Вучича. Сербы по своей природе, они похожи на... Вот Сербия в Югославии, она исполняла роль России в СССР, то есть держи морда. Вот. А Хорватия это как Украина. Вот просто можно вот так вот относительно сравнивать, да, этого всего дела. И поэтому затягивает искусственно Сербию в ЕС, ну, я вам скажу, дело, с моей точки зрения, мягко говоря, сомнительное, сомнительное, да. Ну и тут смешно немного из комичного, что ли. Адский президент Эфиопии Тея Ацке Селасия прилетел на Россию на адский шабаш победобесия. Но тут к этой новости нечего добавить, друзья мои. Вот. Ну и по всей Москве ждут отключения, там не только по Москве, и по области, отключения мобильного интернета, все к чертовой матери отключено, ни черта не работает, кредитные карты, все это, значит, жратву заказать невозможно. Вот, привет той молодежи, которая не умеет готовить себе. Ни черта не закажешь, нифига не работает, значит, все отключено. Они же боятся украинских дронов, да. Как пишут из России, из Москвы оттуда, из неотключенного на Москве остался только Тигран Кеосаян и его аппарат искусственной вентиляции легких.